Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером вы собрались для того, чтобы лицезреть прямой эфир. Дмитрий Спивак на связи прямо сейчас. Дмитрий, приветствую вас. Да, приветствую, Саш, тебя, приветствую зрителей. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ты когда так вступаешь, я все время вспоминаю это четверостишье, да, замечательно. То есть я готов к программе, к твоим вопросам. Альтернативная точка зрения, это тоже хорошо, признак демократии, между прочим, ребята. То есть наш с Александром эфир, обычно наши эфиры у Александра на канале, свидетельствуют о том, что вокруг нас еще есть демократия. Ну, по крайней мере, вот на канале у Шелеста. А есть демократия, значит, есть дискуссия, значит, есть альтернативные точки зрения. Это не может не радовать. Так что это уже позитивчик какой-то есть. Готов, Саша. Да, друзья, от вас мы ждем максимального фидбэка. Подписывайтесь, ставьте лайк обязательно. Собственно, в комментариях высказывайтесь тоже. Это можно сделать и в процессе эфира, и заблаговременно. Также собираем вопросы для Дмитрия Спивака в сообществе YouTube, в закрытом клубе зрителей Шелеста. Ну и, конечно, в процессе эфира QR-код, который видите на экране, возможность на экран там прям что захотите написать и вот так вот ворваться своим мнением, своей мыслью, если работает этот сервис. Если не работает, то могут работать другие. За эти сервисы вам тоже большое спасибо, супер стикеры. В общем, друзья, благодарю за то, что поддерживаете таким нехитрым способом канал и наше вещание. Традиционно в конце пообщаемся с аудиторией в прямом эфире, то есть в чате трансляции. Ну и начнем тоже с общения с вами, уважаемые зрители. Значит, кто покинет свой пост раньше? Ну, так, навскидку. Фамилии: Стармер, Макрон, Зеленский, Мадуро, которому остались считанные дни. То есть абсолютно, скажем так, рандомно, но с определенной долей аналитики по каждому, да, по каждому из этих лиц, и сравнивать их нужно друг с дружкой. А кто раньше? После сегодняшнего сообщения Трампа о том, что Мадуру действительно остались дни, и вот это все зреет, уже которую неделю зреет операция американцев, ну, знаете, как-то вот интересуешься порой мнением. Так а кто уйдет раньше? Что скажете по поводу персоналей, которые в вопросе, и как вам видится, действительно ли первый будет Мадуро, или есть варианты? Ну, во-первых, сделаю тебе комплимент. Класс. Ну, честно, просто респект. Ну, так красиво и здорово сформирован вот этот вопрос. Вот то, что ты сделал, ну, здорово. Обычно такие, знаешь, опросы, они такие больше. А тут класс. Теперь мой ответ должен быть, да? Я надеюсь, что Стармер, но есть такое ощущение, что Мадуро. Вот, если ты же знаешь, что у Дональда Трампа внутри, вот там внутри у него есть два «я». Оно пока абсолютно 50 на 50. То есть вот если весы стоят, то вот они замерли. То есть он вот все время решает, он главный миротворец, тогда он идет с миром, или он главный полководец, тогда все крушим. Вот, если вот сейчас что-то сюда, вот, то как бы Мадуро. Значит, мой ответ должен быть такой, да, так нечестно я поступаю по-одесски, я должен дать ответ, да, Стармер, все. Ситуация тяжелейшая там и с мигрантами, Да, и в Британии, и, да, я собственно, понимаю, да, мы да. коснемся, тем более, что там, ну вот, все помнят Ли Страс, да? Ну, или кто, может, уже забыл. Но, Ну, в общем, там все это скоротечно. Ли Страс, Сунак, Саш, Стармер. я тебя расстрою, Саш. Никто не помнит ни Ли Страс, ни, сейчас я даже вспоминаю, Риши Сунак. Я тебе отвечаю, что ровно где-то через 37 суток после того, как Стармер будет в отставке, никто не вспомнит Стармера. Может быть, помнят только Джонсона, ну, потому что, ну, как бы, да, ну, Джонсон, да, он такой запоминающийся парень, а Украина его будет еще помнить долго, но это мы обсудим после войны. Поэтому А, да, во Франции, понимаешь, Саш, почему их не помнят? Потому что там правит немножко другие источники, другие принципы. И там же ж не премьер-министр правит страной. Там есть корона, Виндзор и Лондон-Сити и Ми-6. Вот, собственно, в этом четырехугольнике заключается сила и власть
британской короны. А премьеры это себе такое. Ну, в общем, извини. В общем, друзья, голосуйте вы. Мы в конце подведем итоги. Очень интересное голосование сегодня. Причем, знаете, тут такие моменты, да? Кто раньше из этой четверки, на ваш взгляд, уйдет, да? Кто закрепится и будет, скажем, ну, в общем, добудет до какого-то там своего срока. Начнем сегодняшнее обсуждение с событий, которые по-настоящему, ну вот, бьют ключом и все-таки как бы отзываются в сердцах там, всех украинцев, всех людей, которые следят за войной в Украине по всему миру. Это ситуация с полем боя, тяжелейшая ситуация в Покровске. Люди, которые там именуются военными экспертами, напропалую говорят, давайте отходить, давайте отступать. Одни приводят аналитику, ту, которая, в общем, ну, такая потужная, говорят, что ничего страшного, этот кризис свидетельствует только о том, что, грубо говоря, дальше за Покровск не пойдут, и какие силы вбухивает Россия в Покровск. Третьи анализируют и очень странную, достаточно странную акцию от ГУР украинского, о том, что показали прям вертолеты, высадку десанта. Все немножко в шоке, говорят, ребята, как так? Черные ястребы, штучный товар, ну, если так можно выразиться, в вооружении украинском, но тем не менее его показывают. Небольшое количество спецназа ГУР вряд ли там что-то изменит, но тем не менее их высаживают и так далее. Вот, то есть анализируют с этой стороны. Некоторые, собственно, нам вовсю говорят, что через 2-3 месяца война и закончится. Почему? Потому что, во-первых, Трамп сказал, говорит, сейчас события развиваются, вот дойдут до какой-то точки тупика, и потом можно заканчивать, довоюют. Другие опираются на всяких рэбе и днепровскую мафию. Там Тимошенко тоже говорит, дорогенький, потерпите. То есть, в принципе, все укладывается в какой-то такой, да, вот момент заморозки на время, вот, не знаю, Новый год, после Нового года, январь, февраль. Какие у вас мысли по этому поводу? И насколько сейчас поле боя отражает ситуацию продолжения или завершения спешного достаточно? Потому что 2-3 месяца – это спешно, да, завершение войны в Украине. Какие у меня мысли? Их есть у меня, как говорят в Одессе. Первая мысль, дорогой мой Александр, не бывает всяких раввинов. Вы как бы осторожны. Всякие раввины это себе такое. Это мысль первая. Второе. Поскольку твой интерактивный опрос и такое краткое начало нашей беседы связано было с Трампом, я помню основной твой вопрос про Покровск, он главный, я подойду и кое-что имею тоже что сказать, но подойду я к этому еще и с Трампа, потому что ты тоже сейчас его цитировал, поскольку там 2-3 месяца или 5 месяцев и так далее, и так далее. Могу вот что вам сказать. Впервые Дональд Трамп, несмотря на свое вот это гениальное умение словесной абракадабры, вернее, нет, словесной лампады, это не абракадабра, у него просто стилистика такая, да? Вот это первое интервью, где он, то ли на него Си Цзиньпин так повлиял, то ли как-то вот он стал такой чинным. Это первое интервью, где Дональд Фредович Трамп объявил свои геополитические месседжи очень четко. Направлены эти месседжи в 3 стороны. Киев, Москва, ну и там некая объединенная Европа. Смотри, что он сказал. Это очень важно. Первое. Путин и Си Цзиньпин, сильные, умные, хитрые лидеры, значит, с которыми мы не шутим, они не шутят, ну и так далее, и так далее. То есть подвел черту под этими многомесячными коммуникациями его и его команды, как с Москвой, так и с Пекином. Кстати, сейчас США и Китай вроде уже, так сказать, подготовили торговое соглашение. Ну и послевкусие его встречи с Си Цзиньпином, где я уже говорил об этом, да, я даже назвал как-то программу «Трамп-Си, ничья в пользу Си». Так я обозначил их встречу. То есть вот он это сказал. Ну, если потом будет интересно, скажу, почему я так думаю. Второй его тезис в этом интервью. Значит, что томагавок как бы сейчас не будет. То есть можем дать, но пока нет. Хотя, конечно, можем и да, но пока нет. Хотя Нет, можем тут, и да, очень, но пока тут очень важно подчеркнуть, нет последней капли. Его журналисты раскручивали да. на эмоцию, типа это последняя капля, что должны россияне сделать, или что должно произойти, что должно Совершенно пасть. верно. Вот это очень важно, кстати. Совершенно верно.
Абсолютно. Вот это я подхожу к третьему. Я томагавки просто отдельно выделил. Дальше про эту последнюю каплю. И вот дальше у него два ключевых месседжа, вообще ключевых во все. Ты знаешь, это два ключевых его месседжа, ну, наверное, в последних там трех десятках его всех интервью. Первый месседж такой, что я, говорит, не вмешиваюсь в диалог Европы и России по поводу активов. Ну, мол, мне по барабану, вы там все решаете. Это плохой сигнал для Европы. Это значит, что Европа точно не решится. И для Бельгии сегодня они могут пить там, что они пьют в Бельгии, я не знаю. Но Трамп абстрагировался, отошел в сторону. А это означает, что Европа точно не передаст Украине ничего из там этих 200-300 миллиардов замороженных активов. Это серьезный месседж. Ну и второй месседж, который все объясняет. Да, он сказал, что, ну что, говорит, как бы, хотят они, наверное, воевать, значит, надо им дать этой войне выгореть, ну там 2-3 месяца что-то будем решать, Путин хочет иметь с нами бизнес, как бы сказал Дональд Трамп, и так далее. И теперь я вспоминаю то, что сказал Трамп, когда он включал санкции, его спросили, ну что, сейчас они бахнут и, так сказать, и все, он сказал, нет, вернемся к этому вопросу через 6 месяцев. Это апрель, Саш. И визит Дональда Трампа в Пекин намечен по итогам его встречи с Си на апрель. И вот сегодняшнее интервью, и я могу уже ответить на тот вопрос, как бы, может быть, забегаю вперед, что там Равин или кто сказал, 2-3 месяца. Да нет, судя по всему, Дональд Трамп отошел в сторонку и сказал Европе, России и Украине. Вот до апреля есть время вам решить какие-то вопросы на поле боя, на земле, в экономике, с финансами, с вашим военно-промышленным комплексом и с вашей позицией. Если нет, то в апреле месяце надо будет жестко ставить вопросы и приходить к миру. Так я понял или так я понимаю слова Дональда Трампа. Ну и там, поскольку ты говорил об этом, что он сказал, Мадуро, там осталось пару дней, а это лидер оппозиции госпожа Мачедо, которая Нобелевский лауреат. Это, конечно, уникальная история в истории человечества, когда лауреат Нобелевской премии мира призывает другую страну бомбить свою страну ради того, чтобы уже прийти к власти вместо Мадуро. Это, конечно, тотальный сюрреализм. То есть наш мир куда-то не туда идет. То есть женщина, которая только что получила Нобелевскую премию мира, говорит, давайте уже бомбите страну, там уже ну, невозможно, уже к власти хочется прийти. Кстати, про двойные стандарты западной демократии. Да. Что-то я не слышу разъяренных голосов Европы, Сороса, европейских лидеров, что как же так? Ну, то есть Дональд Трамп откровенно угрожает там, президенту другой страны. Мачедо откровенно призывает бомбить свою страну. Тишина. То есть это не агрессия, это освобождение. То есть что положено Юпитеру, ну вы поняли, да? Все животные равны и есть равны. Вот. Теперь как бы, ну и к этому же надо сказать, что заводы американские, это тоже новость последнего дня, работают практически круглосуточно для того, чтобы исполнить госзаказ и передать как можно большее количество F-16 Тайваню. Это не дружеская история по отношению к Китаю, и думаю, что ответка тоже придет. Потому что так откровенно снабжать Тайвань наступательным вооружением и говорить, что мы за мир, и так откровенно как бы ставить вопрос о замене президента, так сказать, другой страны. Единственное, Саш, мы должны понимать, в чем сила и гениальность Запада и Соединенных Штатов. Они этим пользуются 2 века. Они все свои агрессивные действия научились оборачивать такую красивую демократическую обертку, потому что они владеют мировыми СМИ, а значит, они владеют умами. Они за эти 2 века, и особенно за последних лет 50-70 после войны Второй мировой, они сумели внушить всем нам, что только их ценности, понимание культуры, морали, демократии, вот они правильные, единственно правильные на Земле. И что любые их действия в Ираке, в Ливии, в Венесуэле, в Эквадоре, в Колумбии, в Европе, в Югославии, любые их действия мировым сообществом и обычными людьми, таксистами и булочниками во всех странах мира воспринимаются, ну да, конечно, Штаты, да, как раз они могут, да, правильно, правильно, надо вот это венесуэльский народ освободить. А никто не знает вообще историю Мадуро, никто не знает.
просто им верят. И вот это они, конечно, добились. То есть им можно. Кстати, именно против этого и бросили глобальный вызов им и Китай, там, Россия, Иран, а Индия в какой-то степени, Турция где-то. Чтобы не было ситуации, когда одной стране можно все, другим нельзя ничего. Вот. Ну, это я так, просто отвлекся. Теперь Покровск. Теперь Покровск. Я все помню, все, что ты сказал. Ты перечислил мнения экспертов разных мастей, которых ты там читал, слушал и так далее. Я все помню. И, конечно, я понимаю, какую одну позицию ты не озвучил. Озвучу ее я, с твоего позволения. Причем я даже не знаю, почему ты ее не озвучил. Но это же интересно, и это правда. 96 часов тому назад Верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации, товарищ Путин, произнес очередной свой блеф и в очередной раз перед всем миром сел в лужу. Потому что 2 вертолета ГУР это не так для выправления глобальной ситуации на фронте. Спецназ не может решить такие глобальные задачи. Как это показатель всему миру блефа товарища Путина, который пригласил западных журналистов 96 часов тому назад, 4 суток. Сказал, мол, приезжайте там, он умеет это делать так снисходительно, добрая воля. Ну, там, говорит, уже котел для украинцев. Ну, приезжайте там, если что, мы дадим там коридорчик, конечно, так и так далее. А потом прилетел ГУР. И те мировые СМИ, в том числе экспертного сообщества, охренели от этой, ну, такой, по-хорошему, наглой операции. Ты правильно говоришь, 2 вертолета американских сели туда, где типа окружено, со слов Путина. Я бы на месте Путина выгнал бы Герасимова и всех остальных, кто докладывает эту ситуацию. Потому что позор ему, а не Герасим. Ну, никто не знает, кто такой Герасим. В мире есть Путин, который вот как бы, да. Туда прилетел ГУР, показательно высадил десант для мировых СМИ. Это психологический аспект в том числе. Это тактическая задача выполнена. Тактическая. Остальное за вооруженными силами, за Сырским. Как там будет получаться? Там тяжелейшая ситуация. Вполне возможно, что еще десятки тысяч убитых, если так решат в России, может, они заберут Покровск. Вот. Может, счастливы они от этого будут. Вот у них будет Покровск. Может быть, это и есть цель вот этой всей операции, чтобы положить 1 000 000 людей. Я же не знаю. Но на этом этапе ГУР выполнил блестящую спецоперацию. Если ты прочтешь телеграм-каналы, все СМИ Российской Федерации, там истерика. Ну, потому что как? Путин сказал, там уже мешок, а тут ГУР летает, и спецура прилетает. Еще больше символизм этой истории, я знаю, что ты это не любишь, но я скажу. Это когда лично этой операции руководит один из главных врагов российских. Это генерал Буданов, глава ГУР. То есть он не в кабинете, он со своим спецназом. Более того, те, кто знакомы со структурой ГУР, могу вам сказать, что в отличие от Валерия Залужного, который почему-то его называют железным генералом, хотя он в Лондоне, мне кажется, вот железный генерал, который мог бы сидеть в кабинете с генеральскими погонами. А он спецназовец, он же, Буданов, вышел со спецназа, он же не чиновник. Так вот, когда на спецоперацию практически туда, где идут боевые действия, прилетает, ну там глава ГУР или глава другой структуры, да, такой Министерство обороны. Конечно, это психологически, это показательная история и так далее. Поэтому они выполнили свою задачу, информационно-политическую, психологическую. Немножко что-то там им тоже, наверное, удалось. А дальше, Саш, я достаточно скептический. Дальше будем посмотреть. Силы там не равны, ресурсы там не равны. Россия бросила туда, по-моему, все, что она может туда бросить. В чем цель задачи, я не понимаю. Как сегодня написали в СМИ западные, что Путин, ну там Путин или там собираются всю Донецкую область, значит, ну уже наконец оккупировать к февралю месяцу. Кстати, эти вот те же 2-3 месяца, там вот о чем мы говорим. Хотя другие военные специалисты говорят, что это невозможно за 2-3 месяца, потому что значительная часть, мол, российских войск брошена как раз не на Донецкое направление, а на другие направления. То есть не хочу гадать там на кофейной гуще, как оно будет.
понятно, что тяжелейшая ситуация на фронте. Но поэтому давай поживем, посмотрим. Я не знаю, какие задачи. И не так. Я не знаю, какие команды, ты говорил об этом, даст там главнокомандующий украинскими вооруженными силами Сырский. Отходить, не отходить. А можно ли там это? Я этого не знаю. Ты заметил, Саш, что я очень редко комментирую, даю свою оценку таким очень специфическим военным действиям. Не потому, что боюсь ошибиться, а потому что это нечестно. Я не знаю всей доскональной ситуации. Давайте Ни по количеству. порассуждаем. Порассуждаем, Давайте. давайте. Потому что, Давай. смотрите, понятно, что там риск, понятно, что это украинская сторона, показали эти вертолеты. Буданов, его видели в Павлограде, вроде говорили там ближе туда, к месту высадки он тоже переместился. А место высадки не бог весть какая глубина, это северо-западная точка. Все уже как бы рассказали об этой высадке, об этом десанте. Есть со стороны российских, да, опять-таки военкоров, российских источников, что там высадилось два вертолета, 20 с чем-то человек, 11 уничтожили, 11 вроде где-то в промке. Ну, в общем, как бы вот такая операция. Мы, понятно, не можем сказать, потому что Украина там опровергала. Вчера, по-моему, было сообщение о том, что нет, это никого не уничтожили, операция продолжается в промзоне. Это туман войны, здесь нельзя верить. Я тут не буду говорить, вот их убили ради того, чтобы Путина поймать за язык, понимаете? Это война, тут дело такое. Давайте порассуждаем вот на какой счет. Так по вашему мнению, железного генерала Буданова, его же сливают. Красиво сливают под Покровск. Значит, в то время, когда Буданов якобы там, ну или по дороге туда, в Павлоград, там, в ту сторону, проводится совещание, где там фронтмен СБУ, руководитель Малюк, где Зеленский с ним наперебой отвечают на вопросы, где Зеленский говорит 170 тысяч на том направлении, где Малюк уничтожает панцири, где Малюк разбивает НПЗ. Ну, короче, там вот фронтмен Малюк, да, то есть Орешник даже подбили, представляете, в Капустином раю, хотел сказать, в Капустином Яру 1,5 года назад. То есть вот такие, знаете, такие инсайды. Буданова нет на этом совещании, хотя оно как бы важное, показательное. Да? Буданова отправляют туда. Получается логично. Покровск условно завтра, послезавтра, не знаю, через неделю, через две падет официально. Ну вот, официально. И это ляжет пятном на имя конкретно Буданова. То есть у нас получается очень интересная история. Малюк у нас герой войны, ну он и правда герой Украины, который там проводит такие вещи с такими цифрами, что просто диву даешься, и рассказывают об этом позже, да. А Буданов, вот он поехал спасать Покровск, условно, через неделю-две не спас, и это он виноват, это на него. Сырский вообще в стороне, заметили, то есть от этого всего, ну, медийного разгона темы Покровска. Александр, ты приверженец конспирологических версий, и, конечно, все, что я сейчас от тебя услышал, не просто, а категорически не поддерживаю и считаю это абсолютно неверным ходом мысли. И сейчас объясню, я всегда стараюсь свое разложить. К Малюку сейчас вернемся. Спецоперация разных спецподразделений ГУРа в Покровске, цель и задача пояснить миру блеф Путина. Не только здесь, а и вообще. То есть ГУР развеял в глазах разведсообщества мира, политиков, Трампа, ведь Путин же к кому обращался со своей доброй волей очередной? К Трампу. Ну, да, так, визуально. Спецоперация была назначена и, так сказать, сформирована для этого. У спецподразделений ГУР не может стоять цель заменить собой регулярные войска, пехоту, артиллерию и так далее, и так далее. Это спецы. Прилетели, отработали, улетели. Увидели, показали, отодвинули, закончили. Это первое. И цель выполнена. Ну, весь мир это увидел. Мешка этого нет. Куда Путин кого приглашал, никто ничего не понял. Теперь второе. Кто там кого сливает, кто в кабинете, кто
А глава ГУР, как глава любого подразделения в системе Министерства обороны во время войны, ну, исполняет те задачи, которые ему ставят. Это была большая задача, серьезная задача. А совпала со временем, по времени с тем, что президент Владимир Зеленский и глава СБУ ну, давали там, пресс-конференцию, отчитывались и так далее, и так далее. Я понимаю, что конспирологам очень... Ага, а где же Буда? Тут же жут. Да Буданов занимается своим делом. Прилетит, доложит президенту или как они там связываются. Я же не знаю, какая коммуникация. Да? Глава ГУР имеет подчиненность, вертикаль. Замыкается на Министерство обороны, на президента там, и так далее. Поэтому тут я вообще не вижу никакой конспирологии. Второе, по СБУ. Я не знаю, там, сказать, что там ты хотел сказать про интервью. Я знаю, что там позавчера, по-моему, очередная тоже спецоперация дроны Альфы залетели в Краснодарский край, разбомбили танки, инфраструктуру порта, терминал, нефтеперерабатывающий терминал компании Роснефть. То есть они продолжают успешные операции свои на территории по уничтожению нефтеперерабатывающего комплекса, а Россия четвертый год уже не может найти противоядие. И как следствие, вот как следствие я могу тебе сказать, а я перейду сейчас к экономической новости, что война – это экономика. Как следствие, мое глубокое убеждение, что две украинских спецслужбы, СБУ и ГУР, ну, во-первых, переигрывают своих оппонентов из ФСБ и главного разведуправления Минобороны России. Спросишь, почему я так считаю, тоже математически. Провести количество удачных спецопераций наших спецслужб на территории России и все, что удалось предотвратить, постучу по дереву, на территории Украины. Мы не слышали о подобных спецоперациях на территории Украины. Все, что прилетает сюда к нам, прилетает в виде бомб, ракет, кинжалов, баллистики. Ну вот все, что может делать Россия, это вот своими ракетами и бомбами сюда прилетать. Но и самое это интересное, что вот эти спецоперации, а это уже доказанный факт сегодня, уже об этом все пишут, и Рейтерс пишет, что вот это удары российских, украинских дронов по нефтепрому, оно меняет баланс долей в мировом рынке нефти. 5%. Сегодня... Нефти, 5%. нефти. Что? Ну, 5% Сейчас рынка. не 5%. Shell, ExxonMobil, Chevron за последние вот эти несколько месяцев увеличили свой доход на 61%. Это первое. То есть прибыль у них идет в гору после украинских ударов по российским НПЗ. То есть Запад, получается, кроме геополитической выгоды, вот продолжения некой войны, да, имеет еще чисто экономические, ну, финансовые выгоды. То есть Россия теряет свою долю в рынке. 3%, 1,5%, 4%, 5%. Я опять себе ставлю 5 с плюсом, уже, извините, похвастаюсь. Иногда хочется. Потому что в первые дни, когда Трамп ввел санкции, значит, против Лукойла и, значит, Роснефти, и спросили, так что, вот все, Трамп сейчас уничтожит российскую экономику и война закончится? Я говорю, да нет, конечно. Российская экономика выдержит и выстоит. И Путин не капитулирует, и ВПК продолжит работать. Дональд Трамп ввел санкции против этих двух компаний вообще не для этого, и не поэтому, и не для Украины. Идет передел рынков, газовых рынков, нефтяных рынков, рынка вооружений, разных рынков, энергетического рынка мирового. И, конечно, сказал я тогда, и вот сегодня Рейтерс просто подтверждает, что Турция начинает уже закупать нефть у Ирака и у Казахстана, что западные компании начинают замещать российскую нефть, потому что там ее становится меньше. Они ее, по-моему, на 500 тысяч баррелей в сутки стали производить меньше. Ну, потому что каждый день украинские спецслужбы уничтожают определенное количество нефтеперерабатывающего комплекса. Вот вам и санкции. Идет чистый передел рынка. А в Кремле не могут этого не понимать, что каждый месяц, да, Китай там что-то, какие-то компании китайские, уж казалось бы, какие отношения у Си с Путиным. Но пока санкции работают и механизм финансовый таков, что не все компании могут позволить себе забить на это. Вот уже какая-то часть китайских компаний вынуждена. Они найдут механизм, продолжат закупать российскую нефть. Но пока вынуждена как бы чуть-чуть приостановить. Хотя Индия вроде бы нашла способ, продолжает закупать. То есть идет передел мирового рынка.
И, к сожалению, для всех нас, жителей Украины, вот жестокая, кровопролитная война на территории нашей страны, вот убийства, разрушения. У нас тут трагедия, а мировые игроки делят барыши. Чей рынок, у кого какая доля больше, кто больше заработает и так далее, и так далее. Ну и про Британию мы вначале говорили, это очень интересно и важно, что госдолг Британии, пусть это тоже все знают, это многим кажется, что бриты это что-то такое вообще. Госдолг Британии уже почти 100% ВВП, за 20 лет с 5 по 25 он вырос в 3 раза, почти 3 триллиона сегодня фунтов стерлингов. Это самый быстрый рост госдолга среди всех развитых стран. Это пишет Oxford Economics. Поэтому там глобальные проблемы. И это также на руку Дональду Трампу, потому что бриты держат свое лицо и во многом перечат Дональду Трампу там, в его разных миссиях внешнеполитических. Поэтому тотальный такой кризис экономический в Британии и наоборот, да, сотни миллиардов, которых Дональд Трамп в своих этих соглашениях, так сказать, да, привлекает в экономику США, ну, позволяет Дональду Трампу к весне прийти к европейцам, прийти к тем же бритам и сказать, ну что, вы продолжаете там, вот мы должны там, или вы ко мне прислушаетесь. И заканчивая экономику и цифры Европы, еще одну страну беру как пример, это Германия, которая приняла для себя решение, что это все здорово, они мыслят же категориями, так сказать, ну, не сию минута, и, значит, на перспективу они приняли решение, что надо возрождать свой ВПК, то есть американские компании, это все здорово, надо возрождать производство всех видов вооружений, надо вновь становиться лидером в Европе. И получается, что в 2025 году они потратили на закупку вооружения, на производство 86, по-моему, миллиардов евро, а до 2029 года они хотят выйти на цифру 377, по-моему, миллиардов евро и прийти к 3,5% ВВП. Это больше, чем Дональд Трамп просит европейцев, так сказать, поднять, значит, ну, по натовским этим образцам. И получается, что такие там танки Леопард, там бронемашины Пума, системы там Патриот, истребители. То есть Германия начинает, так сказать, да, начинает пытаться раскручивать свой маховик. А у них это не получится до тех пор, пока они не определятся, где же им брать дешевые, как в былые времена у России, энергоресурсы. Америка им дешевого ничего не дает, значит, надо как-то что-то предпринимать во взаимоотношениях с Россией, с Китаем и так далее. То есть это говорит о том, что после встречи с Трампа и Си Цзиньпина, когда все увидели сдержанного Трампа, без всякого юмора, без всяких похлопываний, без вот этих вот рукопожатий, то есть увидели, что Си не позволяет с собой так разговаривать, как Дональд Трамп разговаривает со всеми остальными. Там Макрон, Мерс, да неважно. Увидели два равных, две глыбы мировых. И многие страны, в том числе союзники США, как Япония, да, уже премьер собирается встречаться с Си, они уже тоже будут обсуждать и торговые какие-то отношения и так далее. Это я все к чему? Это я все к тому, что мало об этом говорили, эта встреча судьбоносная. Я ее назвал так. Встреча Трампа и Си – это де юре и де факто засвидетельствовало окончание однополярного мира и начало долгого, на мой взгляд, 3-5-летнего процесса формирования новых мировых правил, нового мирового порядка, где во главе западной, восточной, юго-восточной коалиции появились, ну, вот как бы две: Соединенные Штаты Америки и Китай. Если так вот это, на мой разбираться, взгляд, важно. Если так попытаться разобраться со всем, скажем так, позициями Америки, те, которые вы говорите, вообще, конечно, тут с вами можно согласиться в каком плане, что условно через 2-3 месяца мы действительно подойдем к той реальности, когда придет Трамп и говорит, ну, Европа, а она обезжирена, то есть там налоги, деньги, вот это вот все как бы то, что вы, ну, достаточно в таком мажорном тоне, собственно, озвучиваете о том, что Германия будет тратить на вооружение.
ну, вы правы, что ничего не получится. Уже нет дешевого трубного газа с российской стороны, поэтому как бы это как бы в пропасть. Это просто в пропасть, да, эти деньги. И напомню, это... Да, ВПК это круто, но ВПК не дает добавленной стоимости, и это не развитие экономики. Это воронка, капкан своеобразный экономический. Все это понимают, в России ощущают и понимают, что ну, у них другая реальность, у немцев вообще другая реальность. И там начинается вот там, то подожгли машину у одного из представителей АДГ, то, в общем, там борьба очень такая нешуточная начинается. Я к чему? Приходит Трамп и говорит: Европа, беда в Европе, убытки. Приходит к России. Да, убытки. У России убытки. Я с вами полностью согласен. То есть война, деньги, экономика. Приходит к Украине. В Украине вообще руина, разрушены подстанции, все как бы, экономики нет, все только на давальческом финансировании Европы, тех же западных стран, кредитов, МВФ, которая говорит: слушайте, а если не дадите репарационный вот этот кредит, а мы возьмем и не продлим никакую программу с Украиной. Там не так много денег, но МВФ или работает со страной, или не работает со страной. Это признак того вообще, что из себя страна представляет, и поэтому руина, как бы, до свидания. Мы уже имели факт, когда BlackRock говорит: мы не будем давать деньги на восстановление, потому что не видим смысла. И вот сейчас МВФ говорит: ой, мы сворачиваем программы, потому что, условно, Бельгия уперлась, и никаких вот этих за русские деньги, да, никаких помощи и кредитов Украине не будет. Поэтому так и приходит Трамп королем, да, все, весь мир, весь мир горит, а у него тихая гавань. Только у него тихой гавани не получается, Дмитрий. Сегодня вовсю рассматривается суд над тарифами. Да, будет Верховный суд, и скажут, законны тарифы Трампа или незаконные по отношению ко всем странам, вообще как политика. Рейтинг, если верить, конечно, CNN, 37%, это очень мало. Только там года не прошло, условно, с инаугурации, а уже вот такой рейтинг у Трампа. Да, он говорит: мы мощные, мы сильные, послезавтра будет пытаться стрелять Минитменом 3, испытывать свое ядерное оружие, потому что мы самые же крутые. Но все же видят, условно, старика, который достает из кармана внутреннего пиджака шпаргалку, сколько войн он закончил. Поэтому тут тоже очень опасная игра и для самого Трампа. Надо заканчивать быстрее. Смотри, все записываю, потому что ты не просто задаешь вопросы, ты как, ну, ты высказываешь и правильно делаешь свою точку зрения по многим. Я все это записал. Маленькую ремарку. У меня нет никакого мажорного тона по отношению там, к Германии, который я наоборот сказал, что в Европе начинают просыпаться, что игры в пользу США там, и глобального Запада это здорово, а им надо как-то выживать. Поэтому, приведя эти примеры, я говорю как раз об обратном, что еще 2, 3, 4 месяца и не до нас будет, нет в Европе тех денег, которые нужно на Украине. Более того, ты уже сказал об этом, повторю, да, что МВФ уже начинает играть, а МВФ это кто? Ну, говорим партия, подразумеваем Ленин. Говорим МВФ, подразумеваем Соединенные Штаты. То есть МВФ, делая заявление, что вы там Европа, если не решите вопрос с репарационным кредитом для Украины, то я тут вообще как бы заморожу. Это же не против Украины МВФ сказал. Это они поддавливают Европу. Правильно, Трамп к весне должен выйти к Европе и сказать: все, вы готовы теперь слушать, что я скажу? Или вы опять будете рассказывать, что вы можете продолжать войну? Значит, это первое. А второе про Дональда Трампа. Верховный суд, который, ты сказал, рассматривает вопросы тарифов, это и есть глубинное государство. Судебная система Соединенных Штатов Америки, как и спецслужбы Соединенных Штатов Америки, это часть глубинного государства, которое пока Дональду Трампу победить, выкорчевать не удается, как ему не удалось это в первый срок. Это глубинное государство, которое сформировано десятилетиями демократами, глобалистами и так далее. Ну а в Америке это действительно независимая ветвь власти. У Дональда Трампа нет рычагов, так сказать, воздействия на Верховный суд. И они начинают уже с ним некую борьбу, там тарифы, не тарифы и так далее. Рейтинг CNN, ну давайте, друзья, ну рейтинг CNN, мы же знаем, на кого работает CNN и какие рейтинги они давали этой, как
С кем боролся Трамп уже на выборах, я уже даже не помню. Камалу Да, забыли, Харрис. Камала Харрис, да. Поэтому Так она говорит, я у вернусь Дональда еще. Трампа, да, у Дональда Трампа, я не берусь судить, какие у него рейтинги, там 50, 40, 60, неважно, но CNN я бы не брал во внимание. Почему? Скажу сейчас, почему все это идет уже к ноябрю месяцу, и почему к Трампу к весне нужно будет здесь заканчивать войну раз и решать вопросы с Европой два. Почему к весне? И почему сейчас начинают на него накат? Потому что весной начинается заключительный этап, или, так сказать, начало старта избирательной кампании. Архиважно для демократов и жизненно важного для Дональда Трампа. Если демократы следующей осенью возьмут реванш и получат большинство в Конгрессе, Дональду Трампу тяжко будет исполнять свои обязанности и осуществлять свою миссию, которую он задумал. Сейчас еще как-то так держится на маленьком, там, тоненьком, да, небольшое большинство республиканцев, да и то республиканцев, а не трампистов-мага. У него и внутри партии не все хорошо, а тут еще демократы. Ну а задача демократов, ультраглобалистов и мирового левачества взять реванш до выборов. Поэтому уже сегодня начинается противостояние. Ну и четвертый тезис, который я записал, Саш, тут я с тобой вообще не согласен. То есть, может быть, ты иронически там назвал старика Трампа, который там достал на бумажку. Слушайте, вы только, я ж не трампист, я же не гражданин США, хотя, жаль. Так сказать, неплохое гражданство, где бы его взять. Шучу. Я же не трампист, я просто отдаю отчет в том, я вижу передвижение этого почти 80-летнего человека, эти перелеты, эти переговоры, безумное количество интервью, причем безумное количество вопросов, которые вот в голове, эти все соглашения и так далее, игра в гольф, так смотришь на него, слушаешь его, смотришь на его энергетику, точно не старик. А это ход. Это обычный уже тоже ход, ничего политтехнологическое там никому не чуждо. Он тоже находится в выборах. Ему тоже надо вести республиканцев будет к этому выбору. И поэтому его задача, чтобы граждане США, средний класс, те штаты, которые голосовали против него, его задача, как-то, чтобы республиканцы сохранили свое большинство. Почему? Потому что фундаментальная миссия Дональда Трампа – это оставить после себя следующего президента, а также не демократа, так сказать, правого консерватора. И уже видно, как он готовит эти две фигуры из разных кланов. Это может быть Рубио, это может быть Венс и так далее. Потому что ту миссию, которую Трамп поставил в мировой политике, ее невозможно выполнить за 4 года. 12 лет нужно на то, чтобы мировой консерватизм наконец одолел и остановил мировое левачество. И чтобы за эти 12 лет сформировался новый многополярный мир. И для этого нужны, так сказать, срок Дональда Трампа и 2 срока следующего нового президента Соединенных Штатов Америки. Там так все прописывают. Там не нам бы день простоять, до ночи продержаться. Там играют в другие игры. И когда читаешь и понимаешь, кто в его окружении, кто осуществляет идеологию этого всего, да, когда ты вспоминаешь Беннона, когда ты понимаешь вот это новые деньги, мага, искусственный интеллект, ты понимаешь, что это на 10-15 лет вперед. А задача Трампа, как бульдозера такого политического, стараться заложить фундамент и дать возможность преемнику победить через 3 года. Я так вижу эту ситуацию. А демократы, Верховный суд, CNN, другие сейчас подключатся. Конечно, начинают воевать, собственно, против Трампа. Я, кстати, всегда говорил о том, что я не убежден, что Трамп одолеет и в этот раз этот дипстейт и глубинное государство. Не убежден. В первый раз не одолел, и сейчас таких показателей тоже. Вроде как есть какие-то победы, да. USAID закрыл, это действительно победа. Но тем не менее. О гольфе. Его партнер Трампа по гольфу Ступ сегодня сделал резонанснейшее заявление, говорит, что неплохо было бы в конце месяца в ЮАР на саммите Г-20 встретиться Трампу и Путину.
вообще что-то необыкновенное, потому что мы понимаем, что в Будапеште на двухсторонние встречи, а это, понятно, это был не блеф, это действительно встреча готовилась, обсуждалась. Одни пишут, что ее сорвал Рубио, отец Илона Маска говорит, что оружейники, ну, капиталисты-оружейники сорвали. Ну, Орбан 7 числа отправится к Трампу, может, будет опять, в общем-то, договариваться об этом же Будапеште. Ну, в общем, на двухстороннем саммите, видите, он не сросся, не получилось. А почему на полях Г-20 может получиться? Вообще, откуда это приснилось Стубу? Ну, здесь, как бы, да, я же не могу, так сказать, сны Стуба не рассматриваю, и могу только предположить две версии, причем две диаметрально противоположных версии, а наши зрители, пожалуйста, выбирайте любую. Версия номер один. Стуб один раз побывал в гольф-клубе Дональда Трампа. Дональд Трамп наконец узнал, кто это. Ага, это президент Финляндии. Ага, понял, да. Вот. И был такой исторический момент несколько месяцев тому назад, когда Дональд Трамп, так сказать, уже думал, что он сейчас поддавит Украину, уже там будет мир и так далее. Он пригласил и пользовался вот этим коммуникацией с президентом Финляндии, как бы символично когда-то Финляндия, Советский Союз, 43-й, 44-й, линия разграничения и так далее. Мне так представляется. Он не знает Стуба, и кто это и что это. Это моя первая версия, поэтому... А Стуб, побывав рядом с Трампом, решил напомнить о себе, и вдруг, потому что мы же не цитируем Стуба, а вот то, что он сейчас сказал, будет цитировать все. То есть Стуб вышел с предложением, а не встретится ли вам два дяди Трамп и Путин на полях G20? Где Стуб и где договоренность Трампа и Путина, и где поля G20? Просто заявляет о себе. Более того, Саш, мы же не знаем, может быть, президент Финляндии видит себя в будущем там, генсеком НАТО или в каких-то европейских структурах. Ну, может быть, он начинает вести свою какую-то глобальную политику. Так может быть? Может быть. Версия вторая, другая. У Трампа со Стубом сформировались хорошие отношения после их игры в гольф. То есть не Орбаном, Фицо и Мелони едиными в Европе. И Трамп решил через Стуба закинуть вот такую вот историю. Я в эту версию мало верю. Мне больше симпатична первая версия, что абсолютная инициатива Стуба чего-то сказать глобального. Ну смотри, Лукашенко говорит, давайте мы тут проведем встречу. Реджеп Таип Эрдоган как бы тоже готов встречу. Все готовы. А вывод мой такой. На G20 не будет никакой встречи. Ну, просто потому, что там Путина не будет, по всей вероятности, там, ну, как бы 90 давай процентов дадим, 95. Да и Трампа, мне представляется, не будет на G20. Более того, дам свой геополитический прогноз. Структура G20 начинает как бы не уничтожаться, что ли, ну, подбери слово. То есть она отжила свое время. Сегодня в мире сформировано уже два четких экономических союза или блока, то есть G7 и БРИКС. А G20 туда входят часть из G7 и часть из БРИКС. Там глубокое противостояние. Это когда-то была площадка на поговорить. То есть собирались лидеры двадцатки, пили кофе и мирно обсуждали какие-то экономические тренды. Почему мирно? Потому что была четкая гегемония одной страны. В мире был мир, была главная Америка. G20 была такая, да, ну не подтанцовка, так тоже нельзя сказать. Ну было все чин-чинарем, Штаты приезжали, G20, такая тусовка, большая политическая тусовка. Она исчерпала себя. И поэтому и в прошлом году ни о чем, даже резолюции не было. Они не смогут уже больше создавать совместных резолюций, потому что там часть G7 и часть БРИКС. У них разные экономические взгляды на будущее. Они конкуренты. И политические, и экономические. Поэтому я не вижу даже предпосылок, от чего там делать Дональду Трампу. Да и вообще, Саша, еще и третий пункт. Если уж отменили, уже даже не важно по какой причине, там, кто чего, но отменили. Намеченный такой, да, двухсторонний саммит в Будапеште, неважно где.
и перенесли его, то это означает только одно, что глобальная встреча Трампа и Путина пока не готова, ну, не о чем говорить. Значит, они к этому вернутся когда? Правильно. Опять приходим к этой весне. И причем здесь поля G20. Если уж вернутся они к тому, что теперь можно встречаться, ну, они найдут, где они будут встречаться, и главное, на какую тему. Что пока не будет решен вопрос с глобальным, как бы это, глобальным планом по Украине, ну, как бы им не о чем встречаться. И я тоже склоняюсь к той версии, что встречу Трампа отменил после телефонного разговора Лаврова и Рубио, когда Лавров в очередной раз выкатал, так сказать, российский ультиматум, сказал, мы со своих позиций не сходим. Рубио доложил об этом Трампу, и они приняли решение, ну а о чем тогда говорить в Будапеште? Они же не могут опять встречаться просто так. Это они могли сделать один раз на Аляске. Я тоже уже объяснял, почему. Это была просто символическая встреча, показать миру, что после долгого, значит, забвения, ну вот как бы между лидерами США и России, ну, какой-никакой диалог начинается. Это была символическая встреча. Второй раз символизма не бывает. Вторая встреча будет между ними только тогда, когда она будет предметна. Главный камень преткновения их будущей встречи – это Украина. Ну, по-моему, логично я все изложил. Дмитрий, как вы относитесь к угрозе со стороны Беларуси или к угрозе Белоруссии со стороны Украины или западных провокаций, которые раскручиваются непосредственно в самой Беларуси? Очень странное заявление. Вот я просто наблюдаю, да, как азбука Морзе, точка-тире, точка-тире. Да? Вот мы видим главного КГБиста белорусского, который говорит, значит, надо коммуницировать с Украиной, с руководством, тем, которое есть, приходить к компромиссам. Хорошее, позитивное, ну, правильное заявление. Имеется в виду, что в любом случае надо садиться и разговаривать. С этой точки зрения правильно. Потом мы видим Лукашенко, который говорит, что мы сядем с Путиным и бахнем, если вдруг на нас там чего-то где-то. Тут Зеленский на этом совещании, которое мы сегодня обсуждали с Малюком, карты рисует, да, говорит, смотрите, вот мы, и звучит такой вопрос, это в версии в телевизионной, а не провоцирует ли нас Беларусь, условно разместив там орешник какой-либо, да, а Зеленский говорит, смотрите, у нас слепая зона 700 километров, поэтому этот орешник против вас, европейцы, мол, давайте, ну, то есть подогревает Европу в этой всей милитаристской теме безопасности. Но это же еще не конец, да? Сегодня мы видим, как тоже представитель армии белорусской говорит, если Россия и Украина придут к этому, то мы готовы миротворцев белорусских поставить между Россией и Украиной. То есть мы видим такую синусоиду, да, точка-тире, точка-тире, или там синусоиду вверх-вниз, от абсолютно, ну, таких добрых, светлых и хороших заявлений, ну, которые о мире, до каких-то таких достаточно резких, что, мол, чуть что, прячьтесь, будем бить со всех орудий. Да, мы небольшая такая там мощная Беларусь, но мы, тем не менее, имеем и это, и это, и это, и со всех стволов будем лупить, если вдруг чего не так. Как в этом разобраться? О чем нам говорит вот эта ситуация, вот это поведение, ну и вот этот обмен заявлениями? Лукашенко не так прост, как он кому-то кажется. Он не серенький и не одномоментный. Иначе он 2 десятилетия не мог бы, никогда и не смог бы балансировать между Россией, Европой, Западом и так далее. Он очень опытный такой лис, а уж после 2 визитов спецпредставителя Дональда Трампа в Минск, и после того, как Трамп назвал Лукашенко уважаемым президентом, Лукашенко начинает играть определенную роль. Не только с Путиным, но и свою роль с Западом. Это главное, что надо понимать. Теперь второе. Ты перечислил, Саша, 3 или там 4 даже, как бы, на первый взгляд, взаимоисключающие штуки. А на самом деле они не взаимоисключающие, а взаимодополняемые друг другу. Что сказал Лукашенко и устами там главы КГБ, армии и так далее.
Он сказал, слушайте, да мы готовы ко всему. Вообще нужно было бы разговаривать, договариваться с Украиной. Говорят одни. Вторые говорят, слушайте, ну если они с Россией договорятся, мы вообще готовы быть миротворцами. Говорят вторые. Третьи говорят, нет. Но если на нас кто-то нападет или будут какие-то провокации, то мы, конечно, дадим отпор. Говорят третий. То есть идет многоуровневая дипломатия. Ну, иначе он не усидел бы на своем кресле столько лет. Надо понимать психологический портрет Лукашенко. И четвертое. Почему Владимир Зеленский, там, ну, ты привел пример с Малюком, там карты они рассматривали и так далее. Саш, никогда нельзя, на мой взгляд, исключать вооруженного удара под дых и вооруженного вторжения, каких-то провокаций со стороны белорусской территории, потому что мы это уже прожили в марте, апреле, ну, в феврале, в марте 2022 года. Поэтому этого исключать нельзя. И поэтому определенно, так сказать, взгляд на вот ту границу мы должны иметь. По-разному может развиваться ситуация. Слишком зависим Лукашенко от Путина. Хотя еще раз повторю, что после его ручкания и обнимашек со спецпредставителем Трампа, думаю, что не на все приказы Путина Лукашенко будет реагировать как хочется в Кремле. Ну, поэтому сложная игра идет, сложная комбинация. Лукашенко хочет мирно закончить, а Лукашенко хочет передать власть, так сказать, да, по наследству, спокойно жить, там, доживать старость, не быть в гонениях и так далее. Поэтому он умудряется вести очень тонкую такую многовекторную политику. И видишь, Саша, ему удалось как-то найти общий язык с ближайшим окружением Трампа. Значит, не пацан зеленый. Значит, Штаты на Беларусь тоже, так сказать, имеют свои виды, свои интересы. И им похрену в Штатах, диктатор он, не диктатор. Если в Беларуси есть интересы Штатов, они будут с ним ручкаться. Как сегодня весь мир, да, жмет руку Аль-Шара, Эль-Джулани и так далее. Еще недавно давая 10 миллионов долларов за его главу. Мир циничен, мировая политика прагматична, ничего личного, только национальные интересы каждого игрока. И Лукашенко пытается в это просто встроиться, вот в новую политическую реальность. Кстати, а вы помните, что он летал к Си Цзиньпину? Маленькая Беларусь, казалось бы, где какой уровень, да? Лидер Китая и там непонятно какой президент Беларуси. Летал, его встречают, его принимают. Си Цзиньпин принимает. С Путиным он на короткой ноге. Спецпредставитель Трампа с ним общается. Трамп что-то говорит про него хорошее. Слушай, ну, значит, умудряется он так себя вести. Вот он опыт, громадный политический опыт. Нельзя с этим не считаться. Украина правильно делает, что посматривает в сторону Беларуси. Где-то с опаской, где-то, так сказать, чтобы не пропустить. У вас вообще не возникло какое-то, не знаю, разочарование, опустошение? Вы же помните, как все начиналось, ну, та конфронтация Украины и Беларуси еще до большой войны, когда посадили самолет Протасевича, и Украина первой ввела санкции там, на полеты и так далее. Оказывается, Протасевич агент Лукашенко. Агент КГБ белорусского, да. Вот он тоже цинизм абсолютный. То есть, когда надо, это знаешь, вот Протасевич для меня это Аль-Шара. Это я просто хочу зрителям сказать, что нет, не в смысле не террорист, извините, я, может, неправильно сказал. Запад легко меняет свое мнение, легко. То есть как? Ну, раньше же был этот, сейчас этот. Протасевич как бы ж для Европы. Тихановская и Протасевич. Это же были символы противостояния, значит, тирану Лукашенко. Оказывается, все нормально. Протасевич играл свою роль, все, там агент, не агент. Мы там не знаем, как на самом деле. Но нам сейчас об этом сказали. И опять Европа заткнулась. Ну скажите что-то, надо же наехать. Мне только Светочку Тихановскую жалко. Светлану, извините, не буду таким фамильярным. Потому что раньше ж там на нее тратили деньги в Европе и готовили президенты. А сейчас Трамп про Лукашенко говорит, что он уважаемый чувак. И Европа так почухалась, думает, ну все, как бы, какая там Тихановская. Ну типа все, а тут еще и Протасевич агент КГБ, а мы за него вписывались. Вот такой мир, друзья мои. Вот такой он мир. А мы еще с вами столько узнаем про стольких,
после войны. О разных мы с вами узнаем. И о наших, и о не наших, о своих и о чужих. Много чего мы узнаем, кто там с кем, как, куда, сколько и где. Явки, пароли. Да, значит, Дмитрий, два момента. Значит, как воздух в Одессе, интересуюсь, у вас я. Воздух. А, Дышим. Отличается ли воздух в Одессе снаружи и внутри куба, в который заточили фанерный куб Пушкина? Стоит ли вот это заграждение? Это один момент, который я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. И второй момент, это, конечно, все. Это вот можно подводить черту, ставить... Хотя до этого было уже все понятно, когда вот только на неделе за неделю, да, там 2-3 убийства, да, конкретно людей в ТЦК. А сегодня вот в Одессе, вот, пожалуйста, заглядывает женщина в буст ТЦК и получает смачную такую струю, смачную такую в лицо перцового газа. Ну и, собственно, вот так ведут себя в Одессе военкомы. Два этих эпизода из Ну, родного во-первых, вашего города прокомментируйте. во-первых, не наговаривая на одесских ТЦК, думаю, что такой беспредел во многих городах Украины. К сожалению, было бы даже легче, если бы это были какие-то единичные случаи в каком-то отдельно взятом городе. Но, судя по всему, это тенденция. И люди доведены уже до края, это может выплеснуться. Причем с обоих сторон доведены. Слушай, там же тоже люди. У них тоже есть свои задачи, у них есть свое руководство. То есть оно просто уже до кипения. Знаешь, когда чайник закрыт, и вот оно может просто вырваться наружу, и почему это не понимают эти, ну вот я не могу объяснить это. Ну я много раз об этом говорил, что действие ТЦК, вот насилие над собственным народом, это какая-то неизведанная, никому непонятная вещь, такого никогда не было. Ни одна воюющая страна не осуществляла насилие над своими гражданами через силу, через угрозы, заставляя их идти воевать. Ну, такого не было никогда. Что касается Пушкина, это трагедично, трагедийно, извините, это трагедия, на мой взгляд, потому что, ну, коротко надо, да, программа же. Этому можно посвящать, Саш, час беседы, я мог бы рассказать, что такое культура, гуманитарии, что такое история города, народа, страны, что такое биография человека. Смотрите, Пушкин для Одессы – это не просто памятник. Вот памятник поэту российскому. Пушкин и Одесса связаны историей. Это место связано историей. Это город, одесситы, деньги подарили памятник городу. Это гиды, об этом говорили минут 10-15. Это целая история есть, Пушкин и Одесса. Как есть история Высоцкий и Одесса. Это же не просто был памятник Высоцкого у киностудии. Это целая история. Высоцкий и Одесская киностудия. Это история Мишки Япончика или там Бенни Крика, Ильфа, Петрова, Бабеля. Это частички одесской истории. Их выкорчевывают. Это не патриотизм. Это другое. И поэтому это как я могу к этому относиться? Ну, как я могу к этому относиться? Как Ну так подождите, я сказал один человек. ну стойте, Да. мы же видим, не убрали же, там не бог весть какая конструкция. Не нашлось же одесситов, которые взяли, развалили по эти все фанерки, да и все. Не нашлось одесситов, Саш, потому что общество в страхе. Сегодня же любой твой шаг, как бы война идет, дай война, чтобы закончилась. Тогда и вот эти внутренние наши проблемы, мне представляется, граждане Украины в любом другом городе, в Одессе, в другом городе, как-то будут иначе решать. Сегодня, ну слушай, ну кто, кому, кто, как, кто выйдет, куда выйти, что нужно сделать. Все же понимают последствия. Ну давайте честно, слушайте, нельзя никогда быть, знаете, храбрым на камеру. Не, ну смотрите, они посреди ночи коммунальщиков Они выгнали. посреди, ну, вот им можно. Вот тем, кто это делают, их охраняют. Тем, кто выйдут и сделают обратное,
их задержат с большими последствиями. Все понимают. И тренд такой сегодня. Вот, да, российские нарративы, там, имперскость и так далее. Ты же все это знаешь. Дело же не только в Пушкине. Почему только Пушкин? У нас всю историю Одессы сейчас переписывают. Я же общался с гидами одесскими. Им пишут новую историю. Потому что они ж, ну, у них как бы, да, они же раньше... Что такое гид? Он рассказывает об истории города, да? Вот давайте предположим себе, во Львове, сейчас мы все перепишем. А что должен рассказывать гид, гуляя по улочкам Львова? Также и одесские гиды, они понятия не имеют, что теперь рассказывать. Что все, что они рассказывали, все, что олицетворяло историю Одессы, это все запрещено. Им сейчас пишут все новое. Это плохая история. Кстати, в мире, по-моему, если я не ошибаюсь, ну, зрители поправят меня, могу ошибиться, по-моему, 13 памятников Пушкина, 2 из которых в Соединенных Штатах Америки, а бюст Пушкина стоит на центральной площади Южной Кореи, одной из самых демократических развитых стран. А где Пушкин, где Южная Корея? Просто это кладезь мировой литературы. Никто там не думает, чье это наследие. Гёте – это же не наследие Гитлера. И Шиллер – это не наследие тех, кто уничтожали там сотни тысяч в своих колониях. И Пушкин – это наследие мира, на мой взгляд. А еще история есть в Одессе. Вот такая это штука, Саш. К сожалению. К сожалению. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Вот такое голосование. И вот такие итоги. Ну, да. кстати, да. Кто да. покинет свой пост раньше? 11% Мадуро, тут которому считанные дни. 21% Макрон. 27% Зеленский. Ну, мол, раньше всех из 4 этих покинет. И 41% Стармер. Слушайте, Стармер. А? Ребята и девчата, зрители, спасибо за поддержку. Мы с вами, да, нормально. Да, Ну, совпали. Макрон нет, друзья. Макрон нет. Я тут даже де юра можно объяснить. Ему повезло Макрону. У него выборы аж в 27 году. Франция, в общем-то, демократическая страна. Ну, как бы там парламенты могут переизбираться, правительство может уходить. Макрон сам не уйдет, импичмента навряд ли будет. Поэтому до 27-го, наверное, он... Ну, я так думаю. Если черного лебедя не прилетит, такого нет. Так, значит, поехали вопросы из клуба зрителей. Режим Блиц, вопросов много. Полетели. Александр, здравствуйте, Дмитрий. У меня к вам вопрос. Когда дело касается прав русскоязычных, вы постоянно говорите, что это внутреннее дело Украины и России не касается. Но давайте говорить открыто, если где-нибудь в Польше будут открыто дискриминировать украинскоговорящих, вы будете также говорить, что это внутреннее дело Польши? Вряд ли. Конечно, конечно. Если там будут дискредитировать поляков и польский язык, это дело Польши. А если там будут дискредитировать граждан Украины, которые вынужденно выехали в Польшу, то это международное дело. Поэтому не манипулируйте, друзья. Внутренние проблемы Украины никому, кроме Украины, не дано права решать. Причем здесь любая другая страна, причем здесь Россия, Америка, Чехия, Марс. Это наши внутренние проблемы. Мы их или решим, построим что-то единое, будем развиваться, или не решим. Тогда в обществе произойдет раскол, и тогда это плохая история. Но это внутренняя проблематика многонационального поликультурного государства. Это же не вчера, оно уже лет 10, просто сейчас оно вышло на самое острие. Да, потому что когда тебя бомбят со стороны России, и когда Россия убивает граждан Украины, и ведет 4 года уже почти широкомасштабную войну, неважно, причины, кто кого там, да, провоцирует, вообще не имеет значения. То очень сложно здесь в Украине защищать все, что связано с культурой, искусством, все, что связано было с Россией. Поэтому в обществе сегодня очень такая история. А граждане Украины в Польше – это граждане Украины, Польши, вынужденно. И поляки как бы давали слово, что будут нам помогать, защищать и так далее. Поэтому посольство Украины в Польше должно вписаться за граждан Украины, если их там как-то ущемляют, дискредитируют. Ну, если это, конечно,
не усик, то там не факт. Там за усика быстро вписываются, а за граждан Украины говорят, о, это внутреннее дело Польши, поэтому извините, то есть Не есть хорошо. депортация, Да, это высылка, не ой, есть до хорошо. свидания. Так, поехали. Вопрос от Ивана Миронова. Дмитрий, добрый день. Вы несколько раз допускали предположение, что Россия ложится под Китай, а что плохого в том, что Россия решила лечь под Китай, так же, как Украина легла под Европу, которая, в свою очередь, легла под США. И да, РФ свою преданность, в кавычках, доказывает войной, так же, как Европа это делала в Югославии и Ираке. И точно так же это заставили бы сделать Украину в отношении России. Или после всего, что вы сами говорили о Европе, вы сомневаетесь, что именно в этом суть их политики? Так мы же маленькие, вы же великие. Нам-то что? Нам вот помогут, и замечательно. Вы же великие. Вы же в 21 году были ж, вы же так считали, что вы номер один в мире. А сейчас, во-первых, у меня нет никогда фразы «ложиться под Китай», у меня нет такого формулировок. Что я говорил о том, что сегодня зависимость России с каждым месяцем от Китая в цифрах выражается. Можно же сколько угодно говорить лозунгами, есть цифры. Зависимость России от Китая, от китайского рынка, от поставок китайских товаров России в обход санкций и так далее. Сегодня Китай, конечно, за эти 3,5 года намного упрочил свое влияние, стал безоперечным лидером юго-восточного геополитического кластера. Сегодня, если вы посмотрите экономические показатели, политические показатели и так далее, Россия партнер Китая, да, партнер, но младший партнер. Китай больше сегодня. У России же что есть конкурентное? Вот я это к российским сейчас зрителям обращаюсь. Вот чем вы конкурируете? Подумайте, что вы испытываете? Буревестник, Посейдон, еще чего-то. То есть вы все время пугаете мир апокалипсисом. А Китай строит дороги, порты, терминалы в Африке, в Латинской Америке, в Казахстане, в Сирии, в Средней Азии. Да под цифры изучите. Сколько можно мир пугать ядерным апокалипсисом? Сегодня же надо как-то конкурировать чем-то другим. Мне так представляется. Ну, вам Поэтому, может а представляться, Украина, но послезавтра Трамп Минитмен будет использовать, понимаете? Ну, да, правильно делает, он же не первый. Он же не показывать. первый. Кстати, Так Трамп... и Путин не первый, подождите. Первый Ким Чен Ын. То есть вы сейчас защищаете, друзья, Путина, ставя его в один ранг с Ким Чен Ыном, тогда вы по Фрейду. Окей, и я согласен, что в восприятии людей тогда мира, мировых лидеров, ну, получается, что кто за последних, с 96 года, за последних 29 лет, кто испытывает подобные игрушки? Ким Чен Ын и Путин. И Трамп. Ну, вот, окей. И Трамп, когда начнет испытывать в ответ, то мы об этом поговорим. Я не уверен, что он это сделает, хотя может и сделать. Хотя может и сделать. Так, переносимся в сообщество YouTube. Андрей спрашивает, какой наиболее вероятный вариант развития событий и завершения войны вы видите? Да ну, друзья мои, ну мы же вот провели час, сколько уже? Час 15, обсуждая вот ответ на ваш вопрос. То есть я вот час 15 мы с Александром отвечали на ваш вопрос. Ну, просмотрите нашу программу, там есть вот все варианты и даже сроки, которые мы как бы указали, пришли к пониманию и так далее. А если коротко, то компромисс. Здесь нету триумфаторов и не будет, и нет капитулянтов и не будет. А это означает только одно, что эта война, как и большинство других, закончится миром и переговорами. Значит, поиском компромиссов, к которому рано или поздно мировая глобальная элита подведет обе стороны. Ну вот, если так коротко. Вася задает вопрос Дмитрию. В каждом эфире призывайте россиян остановиться там, где сейчас, и, в общем, и начать говорить. Хоть полгода, хоть несколько лет. При этом каждый раз напоминайте, что русские никогда не победят, а Украина на сегодняшний день не сможет отбить территории. Ключевое слово на сегодняшний день. А правда ли это очередная игра западных союзников Украины, чтобы Путина опять обмануть, как с Минском, Стамбулом? Может ли Путин еще раз
поверить Западу, и то, что вы хотите сказать на сегодняшний день, получается, ждем после завтрашнего дня во время переговоров, пополним живую силу, запасы страны, вооружать, обучать военных. Если Запад и Россия не договорятся, то будет контрнаступление ВСУ. Спасибо. Первое, Вася, судя по всему, вы с Россией. Это у меня к вам два вопроса встречных. Ну, у нас же дискуссия. Хочу вас спросить, вы воюете? Ну, в российской армии против Украины? Или вы дома? Вы там, ваши родственники, братья? Ну, потому что это разная история. Я буду по-разному вам отвечать. Это первое. Второе. Если вашего Путина так легко обмануть, о чем мы вообще тогда говорим? Поменяйте, чтобы у вас во главе страны стал человек, которого не так легко обмануть. И третье. Прекращайте блефовать. Путин очень хочет закончить войну. Он не знает, как это сделать без победных реляций, чтобы доложить российскому обществу о каких-то победных реляциях. Именно поэтому он уже полгода укатывает Трампа, чтобы Трамп укатал Украину, чтобы Украина что-то там отдала. Сохранить, чтобы Трамп помог Путину сохранить его лицо. Ну вы это все понимаете и видите. За эти 3,5 года геополитически и экономически, в геополитическом измерении, Россия стала слабее, теряет рынки, энергетический рынок, Северный поток-2, рынок вооружения, рынок нефти. И в Украине ничего. Вам Покровск нужен. Вот это ваша цель российская. Покровск. Вот ради этого сотни тысяч людей вы кладете. Или ради чего? Вот если вы сможете ответить себе там, сидя вот за экранами российскими, ответьте себе цель, ради чего вы все это делаете. И если ответите, если можно вас попросить, любого из вас, не обязательно Вася вас, любого зрителя, напишите к следующей программе ваше мнение или ваше суждение. Вот я к гражданам России обращаюсь. Вы какую цель всего этого убийства и трагедии преследуете? Я буду очень, мне будет интересно. И мы подискутируем с вами в следующей программе. Анна, задайте, пожалуйста, вопрос эксперту. Часто слышу, что вы говорите, как президент Украины хочет мира, если можно несколько решений за последние год-два, которые указывают на желание достичь мира. Еще раз, понял, да, сформулировал вопрос так сложно. Так мир и капитуляция, это же, как говорят, в Одессе две большие разницы. А Украину уже второй год пытаются склонить к капитуляции. Незаконно и незаслуженно, потому что Украина не капитулировала на фронте. 4 года сражается со второй армией мира, ядерной страной. Глобальной экономикой, да, большой страной, с огромными запасами нефти там и так далее. С очень серьезными союзниками. У России серьезные союзники. И Китай, и Иран, и в чем-то Индия, и КНДР. Глобальная история. У нас у Украины нет союзников, к сожалению. Так, партнеры, попутчики. И те, кто помогают только так, чтобы им было тоже это интересно. Поэтому... Вы же полностью на дотациях. Ну о чем вы говорите? Полностью бюджет датируется из-за рубежа. Полностью обеспечивается оружие, все. То есть социалку даже платит европейский налогоплательщик украинскому пенсионеру или там нуждающему. Да, я все понимаю, да, все понятно. А вы говорите, нет союзников. У нас нет союзников ни де юра, ни де факто. Александр, не путай, пожалуйста. Это политологический термин. У Украины нет союзников. У нас нет союзнических договоров. Нам никто ничем не обязан. Перед нами нет ни у кого обязов. Оно в любой момент может закончиться. Это очень важно. Подчеркиваю, у нас нет юридических союзников. Партнеры, попутчики, сиюминутные интересы на сейчас. Что будет в 26-м, 27-м, не знает никто. Поэтому Украина в лице президента, который ведет международную политику, заявляет о том алгоритме мира, который видим мы, который видит Украина. Как справедливое окончание этой войны, относительно справедливое. Не бывает справедливых окончаний войн, к сожалению, относительное. Мы говорим алгоритм, что зачем должно следовать. Мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о финансировании, мы говорим о будущем понимании территорий, границ.
нахождение Украины в конфигурации европейской безопасности. Мир это же не остановка. Раз и перестали стрелять. А что будет завтра? А через год? А через 2? А через 5? Эта война должна закончиться глобальным мирным соглашением при участии гарантов, лидеров глобального геополитического мира сегодняшнего. Но как первый шаг Украина предлагает остановить боевые действия и приступить к политическому переговорному процессу. Остановиться там, где мы есть. Сегодня, вчера, завтра. Ну, остановиться надо. И Мгм. мы говорим откровенно об этом. Россия блефует, когда говорит, мы тоже за мир, но останавливаться мы не хотим. Но мы за мир, но не хотим останавливаться. Ну пусть Трамп вас уговорит, чтобы вы ушли с Донецкой области. Ну что это за диалог такой? Вот и вся разница в позициях. Виталий, вопрос. В Нью-Йорке, олицетворяющим капитализм, новым мэром станет социалист Мамдани, которого злые языки относятся к марксистам, коммунистам. Кто, по-вашему, может стать следующим, внимание, избранным главой Одессы? Заранее спасибо за ответ. Ребята, только талантливые ребята. Связать Нью-Йорк, Карла Маркса, коммунизм и Одессу с будущими выборами невозможно. Поэтому отвечу на каждую часть. Нью-Йорк. А социалист и коммунист это не одно и то же. Любой капиталист, большой и крупный, изучал труды Маркса, потому что как раз в Марксе основы капитализма, а не основы коммунизма. Вот, и Америка свободная страна, ну, если человек там с социалистическими взглядами построения экономики выиграет выборы и станет мэром Нью-Йорка, он же не политик, он все-таки мэр Нью-Йорка будет, поэтому, ну, на здоровье называется. Теперь, что касается Одессы, понимаю вашу иронию, когда будут эти выборы, мы не знаем, а потому точно не знаем претендентов и как все это будет развиваться. Давайте не торопиться. У Одессы карма такая, что ни один мэр не досиживал свой термин, как бы вот до конца, начиная там с 90-х годов с Гурвица, заканчивая там Костусевым, вот сейчас Труханов. Ну вот как-то так у Одессы с Киевом, вот как-то всегда так. Если пойдет все, будет мир в следующем году и начнутся политические какие-то процессы, то сначала же будут выборы в Верховную Раду и выборы президента. И только потом будут выборы в местные органы власти, там, мэров и так далее. То есть от сегодняшнего дня до этих выборов, ну, друзья мои, далековато, чтобы давать свои прогнозы по персонале. Пользователь «Синяя борода», скажите, Дмитрий, если говорить по правде, нужно привлечь к ответственности и конфискации где-то 150 тысяч чиновников Украины по тем или иным статьям, чтобы изменить курс и будущее Украины. Вопрос, осознаете ли вы это или полагаете, что можно пропетлять через эти решения? Спасибо, Александр, всем добра, если что, вопрос из Лондона. Хороший вопрос, я задумался. Хороший вопрос. Два в одном. И пропетлять можно, начать с белого листа. Навряд ли будет сатисфакция за все украденное, за все эти 30 лет, за все профуканное, за миллиардеров, за эту касту, которая Украину грабила все эти годы. Навряд ли. Но в какой-то момент сказать стоп, и Украина начнет иначе жить, иначе формировать свои взгляды, свою политику, наверное, можно. Мы это или сделаем, и тогда выйдем из пике, будем развиваться, и будем очень развитой страной, потому что даже 4 года войны не уничтожили экономический потенциал страны. Украина очень богатая страна и на ресурсы, которые внутри земли, и на географическое положение, да, и море, реки, хотел сказать моря, ну пока море, реки, транзит, богатая страна, у нас все есть, газ, нефть, бурштин. Или мы не решим этот вопрос, коррупции, профнепригодности, не построим ничего, ну тогда будем прозябать. Выбор за нами, ну за страной, за государством. Вот и все. Ох, вас бомбардирует Александр вопросами. Значит, Давай. спросите Спивака. Поехали.
Ваш основной доход – это школьное питание? В каких отношениях вы сейчас с нынешней властью? Почему ваша риторика более мягкая по отношению к высшему руководству государства? Планируете ли вы на следующих выборах идти на место мэра Одессы и на какие финансово-промышленные группы опираетесь? Саша, А? клонитесь. Вы начитались местной прессы одесской где-то 2008-2010 года, потому что первая часть вопроса это, ну, этому вопросу лет 15, да? Я к этому не имею отношения, лет 15 назад. Это первое. Второе. Неприлично, не будучи знакомым, меня мама так учила, что неприлично друг у друга спрашивать о доходах. Джентльмены друг от друга о доходах не спрашивают. Мне больше 50 лет. Я занимался и бизнесом, и проекты делал. И если человек после 50 не заработал, ну, это проблемы человека. Это первое, это второе, вернее, да. Поэтому вы, если переживаете за мой доход, хотите помочь, это одно дело. Пока не нужно, слава богу, вот. Если вы хотите попросить, то тоже пока сложновато, непростые времена. Но как бы относительно все нормально. Третье. У меня нет вообще никаких отношений с новой властью одесской, я их не знаю. У меня нет вопросов с ними знакомиться. Если произойдет знакомство, ну, пообщаемся. Мне от них ничего не надо. Надеюсь, им от меня тоже ничего не надо. Меня ничего не связывает там какие-то. У меня нет будок каких-то, шаурмы там или что там. Поэтому не знаком. С Трухановым, ну, понятно, мы много лет знакомы. И следующий вопрос, буду ли я там участвовать где-то в чем-то. Вот. Ну, если только вы как консультант будете рядом, то мы с вами поразмышляем на эту тему. Окей? Угу. Ну, то есть можете пойти на мэра Одессы, да? Ну, нет, на мэра Одессы, я думаю, что хорошо, что жена моя сейчас меня не слышит. Она была бы категорически против, да. Против вашего отказа? Не, против вот подобной вообще дискуссии даже. Значит, Дмитрий спрашивает, оказывает ли Россия помощь Венесуэле? И почему скрывает, что поставляет? А Запад не скрывает, что поставляет Украине. Друзья, вы меня с кем-то перепутали. Я не могу ответить на этот вопрос, на вторую его часть. На первую отвечу. Да, помогает, чем может. Может, немногим. Поэтому Венесуэла, понимая, что Россия сейчас многим помочь не может, обратилась и к России, и к Китаю. Из России там прилетел какой-то самолет с чем-то, ну, чем-то помогает. Конечно, посмотрим, чем будет помогать еще Китай. Это раз. Почему они об этом не говорят, что там внутри самолета, слушайте, я не знаю. Почему американцы всегда так бравируют, чем они помогают? Они играют в свою игру. Они, запуская сейчас производство в 3 смены для производства F-16 для передачи Тайваня, они как бы делают это открыто, они играют в противостояние с Китаем, с Си Цзиньпином и так далее. Америка так себя ведет, русские иначе себя ведут. Что же вы у меня об этом спрашиваете? Спросите там российских спецкоров каких-то. А почему, так сказать, вы не показываете, что там в этом самолете, который полетел в Венесуэлу? Чем-то помогает, чем не знаю. Да, слушайте. Но не поможет. Если так уже до конца, друзья мои, то могу вам сказать, что, мягко говоря, я не уверен, что Мадуро на этот раз пропетляет и устоит. Думаю, что Соединенным Штатам Америки удастся поставить в Венесуэле. Хотя это стратегическая история. Венесуэла первая страна в мире по запасам нефти. Первая в мире. Представляете себе этот геополитический вес, если Штаты поставят эту госпожу Мачедо, а это представитель клана, очень богатого клана, которого когда-то Мадуро отстранил от кормушки, а сейчас они с помощью Соединенных Штатов хотят вернуться к этому. Ну и с распростертыми объятиями к транснациональным корпорациям. Там большая игра, большая ставка. Посмотрим, не знаю. Всех нюансов не знаю прям. Но так, поверхностный взгляд у меня такой. Ну, понеслась. Всем интересно, сколько в Одессе стоит шаурма. Вот. Ребята, откуда же я знаю? Ну, в моем возрасте уже шаурму же не питаются шаурмой. Я же как-то приличный же все-таки. Но если хочется вне дома
то есть у нас много хороших заведений разной ценовой категории. Есть кафе, есть очень классные рестораны, можно пойти, покушать что-то и так далее. Шаурма, это ж... Ну, не Ребята, вы ест спивак, цепляете. не ест спивак шаурму, поэтому не может вам Ну, не сказать. ест Да. пивак шаурму. Ну, что я могу сделать? И в Макдональдсе я не бываю. Ну, а дочери мои любят Макдональдс. С женой иногда ходят, а я нет. Ну, бывает вот так. Что ж ты тут По сделаешь? поводу союзников, уточняет Александр, Зеленский полмира западного облетел и подписывал договора. Получается, что туфту подписывал? Ну, так наша дискуссия о том, что Александр, есть или нет Александр, союзники. Александр, Александр, еще разочек. Я вас очень прошу. Вы иногда вступаете в достаточно серьезную аналитическую дискуссию со мной. И это хорошо, это здорово. Но, пожалуйста, вы же тогда тоже немножечко потрудитесь изучить матчасть. Но также тоже нечестно. Что же я вам буду читать лекции? Что такое союзнические договора? Что такое обязательства союзников? Какие бывают союзы? Чем эксклюзивен союз Соединенных Штатов Америки и, допустим, Израиля? Что подписал Иран и, значит, Россия? Да, Британия и Соединенных Штатов Америки? У Украины в этом аспекте нет союзнических договоров. Зеленский подписывал договора, которые в простонародье называли гарантией безопасности. На самом деле они назывались соглашения о взаимной деятельности в оборонной сфере. Это разные вещи. Вот и все. Сергей, почему США можно поставить своего в Венесуэле, а России в Украине нельзя? Потому что все животные равны, а Америка равнее. Кстати, я на этот вопрос отвечал. Слушайте, друзья мои, ровно в начале программы я рассказывал про двойные стандарты, про то, что мировые СМИ, про то, как себя ведет Соединенные Штаты Америки 2 века, что с нашим формированием общественного мнения, почему зародился USAID и Сорос. Они сначала формируют общественное мнение, а потом туда заходят. И их поддерживают низы, народ этих стран, куда они заходят. Честь им и хвала. Надо так научиться. Сначала обертку и конфету, чтобы все тебе аплодировали. Что ты туда не ради нефти, а что ты туда, чтобы освободить народ от диктаторов. Они это умеют делать. Поэтому они этим пользуются. Поэтому, наверное, в том числе они стали великими. Ну вот и все. Разделяю ли я это? Да не очень. Потому что почему в мире вот должно быть вот так? Кстати, этому бросил сейчас вызов Китай. Чтобы в мире не было одной страны, кто пишет сама правила и всех остальных заставляет играть в эту игру. В ближайшие 3-5 лет в мире будут сформированы новые правила, а пока каждый пытается занять как можно больше территории, влияния, рынков, коридоров, чтобы к моменту, когда все будет подписано, новый многополярный миропорядок, чтобы уже все, так сказать, заняли свои места в зрительном зале. Вот сейчас такая безвременье международного права. Право силы. Вот сегодня, к сожалению, право силы. Это касается Ближнего Востока, Африки, Европы, Южной Америки. Ну, неважно. Вот у кого какая сила. Сила же я не имею в виду не только оружие. Сила экономики, инвестиций, политики, дипломатии, оружия. Ну, вперед, кто больше. Вот и все, к сожалению. Дмитрий Украина Спивак. попала в перекрестие. Да. Извини. Дмитрий Спивак был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо, друзья. Да, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, что думаете. Берегите себя и друг друга, добра и света.